thunder, 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 Привет, друзья! Сегодня идем в Fish River каньон, второй по величине в мире. А в первом мы уже были, это Гранд каньон, который в Соединенных Штатах. А сегодня идем по Намибии. Идем мы в Fish River каньон нелегально, потому что у них дурацкое условие, что нужно только 3 человека минимальное в группе, а нас 2, поэтому идем вот так. Нелегальное проникновение в каньон условно можно разбить на 3 этапа. Первый, надо достопиться до станции Хобос, где смотровая площадка, и остаться там незамеченным. Второе, между станцией Хобос и точкой спуска в каньон 13 километров грунтовой дороги, которые нужно обойти, в нашем случае по темноте, чтобы остаться незамеченными. Ну и, наконец, самое сложное, 3-й этап, непосредственно спуск в каньон. Он происходил у нас ночью, в 3 часа ночи, на остатках сил, когда мы уже прошли больше 10 километров. И надо было спускать 500 метров по вертикали вниз, по цепям. Ну вот мы идем. Солнышко почти опустилось. В течение часа станет очень темно. Ребят, у нас осталось 2 километра прямой видимости до точки входа в каньон. Время где-то без 20:12. Настроение отличное, шагаем бодро. Ребят, дошли до начала тропы. Вот. И сейчас еще 2 километра нужно скинуть 500 метров. По каким цепям? Посмотрим. Доброе утро, страна. Мы вчера преодолели спуск в 500 метров. Поставили палатку вот здесь. Сейчас наша задача скрыться за линией горизонта. Проникли в каньончик. И прошли уже 2 километра. Цифры вчерашнего дня. Гуляли 9 часов. Из них 6 по плоскочу каменистому, 3 спускались. Потом 3 часа поспали. Бабун разбудил нас в 6:30 утра, и мы пошли, чтобы скрыться с прямой линии видимости вьюпоинта. Вот сейчас мы в безопасном местечке и будем кушать и отдыхать, и опять потом ходить. На самом деле каньон очень протяженный, более 150 километров, но половина это частная территория, на которую заходить нельзя. Мы идем по национальному парку, 80 километров пути, которые пройдем как минимум за 4 дня. Сам трекинг начинается с поселения Хобос, где находится resort, и также 10 километров от него смотровая площадка, откуда вы увидите просто космические виды этого каньона. И заканчивается все в Ай-Айс. В Ай-Айс находится громадный комплекс с горячими ваннами, джакузи, спа. И любой уважающий себя путешественник не может пропустить это место в Намибии. Первые 9 километров не рассчитывайте пройти быстро. Это будут прыжки с валуна на валун, хождение по мягкому песку, обхождение водоемов. Поэтому потратьте достаточно времени на это. К нашему великому удивлению, в реке очень много воды. И вот мы идем, тропа петляет с одной стороны на другую. Перескакиваем, набираем, теряем высоту. Песочные дюны посерединке. Красотища, классно. Однако потом тропа упрощается, и можете проходить 25 километров в день и наблюдать всю эту удивительную красоту вокруг. Все намибийцы делятся на тех, кто уже побывал на Fish River каньоне, и тех, кто собирается туда пойти. И все, кого мы не опрашивали, говорят, что это прям lifetime experience, и у всех были тяжелые рюкзаки, как их было тяжело нести. Рассказываю, тяжелых рюкзаков не надо, отменяются. Мы с Игорем взяли на 2 1 спальник, 1 коврик, 1 пуховую куртку,
Ну и, в общем, сократили по минимуму все, что можно сократить. В общем, у нас только еды с собой на 4 дня, посуда, в которой готовить эту еду, палатка одна, спальник, ковер. Все, больше ничего не надо. И таким образом у Игоря рюкзак где-то 10 килограмм, у меня 8. Но так как я несу в своем рюкзаке еду, то у меня уже 5 килограмм весит рюкзак вместо 8. Ребят, ну вот такая местная достопримечательность на тропе называется Мемориал Веспы. И вот здесь люди почему-то еще оставляют свои шузы. Надо знать историю. Мы ее, к сожалению, не знаем. Ремарка насчет одного спальника на двоих, чтобы вы не подумали, что здесь жарко. Нет, здесь в каньоне, так же как и во всей Намибии, огромный перепад температур между днем и ночью. Днем температура может доходить до 50, а ночью это +3, поэтому у нас с Игорем у каждого было по комплекту термобелья, что позволило нам спать под одним спальником на двоих. Готовьтесь к тому, что будут холодные ночи и очень жаркие дни. На протяжении всего маршрута есть 2 аварийных выхода. И в случае, если произошло какое-то несчастье, маршрут можно покинуть через них. Ребят, смотрите, кто устал идти по каньону, есть вот такой вот вариант Emergency Exit. Это 15 километров от начала тропы. И давайте проследим этот маршрут, который поднимается прямо к грибочку вьюпоинта. Вот там. На второй день пути вы окажетесь в прекраснейших горячих источниках, где никого нет, течет река, а на берегу ее находятся горячие воды, и можно перепрыгивать из горячей воды в холодную. Это место пропустить нельзя. Мы пришли на точку под названием Palm Spring, он же источник воды с содержанием серы. Стоит кран, из крана ничего не течет. Пальма есть. Отыскали источники наконец-то. Сейчас будем принимать ванны. Вот они единственные на маршруте, и наше приключение в каньоне продолжается. Будьте с нами, смотрите Fish River каньон. Ой, ребята, так круто, вообще неожиданно, изюминка на маршруте. Мы шли, не выспавшиеся, уставшие, камни мешают идти. И тут такое вообще парадайз. Представляете, а мы сейчас сидим несколько минут в горячем источнике, а потом ныряем в холодную реку на контрасте. И получается вообще бомба гедониста. Я понимаю, почему у большинства групп это ночевка. Но так как мы проходим все партизанами, то мы не могли в этом месте ночевать, потому что это ставить успех операции под угрозу. Мы просто там откисли и пошли дальше. Иногда на маршруте встречаются вот такие стрелочки, указывающие путь. Мы 5 часов второго дня шли по следам 2 лошадей. И нам казалось, что это лошади, которые несут груз какой-то группы, потому что настолько точно они выбирали маршрут, где потверже, где не так, где больше тень, чтобы идти. И каково было наше удивление, когда к концу 5-го часа мы увидели 2 диких лошадей, которые пьют водичку из речки. Все, конец истории. 20 километров сегодня пройдем. Иншаллах. Такой интересный отрезок каньона. Здесь все залито лавой. Воды нету. И маленькая щебеночка. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, I wanna let loose. I was dreaming of bigger things and I wanna leave my old life behind. I'm not a yes sir, I'm not a follower. I fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. I'll take a number. Если прочитать всякие глупые статьи, которые пишут про этот каньон, про то, что это там безжизненная пустыня, и как можно идти эти 80 километров без возможности экстренного выхода и все такое, но это полные глупости, потому что, может быть, нам так повезло, но вот на конец сентября 2022 года 70% каньона это идет вдоль реки, в которой есть вода, поэтому, а где есть вода, там есть жизнь, есть зеленые растения, есть животные, насекомые, птицы, в общем, это очень много здесь жизни и не какая-то не безжизненная пустыня. Дикие рыбы, олени. Чего здесь нет в этом Fish River каньоне? Это кажется мертвая пустыня, а на самом деле это источник жизни. Thunder, thunder, thunder,
thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, Совершенно лишней вещью на маршруте будет газовая горелка и баллон к ней, потому что дров в каньоне навалом. Третье. Если вы набрали еды, то постарайтесь сделать так, чтобы у вас ее не своровали бабуины. А они здесь везде, на протяжении всего маршрута. Поэтому будьте внимательны, не оставляйте без присмотра свои припасы, а то вы останетесь голодными. А вот бабунчики сопровождают наш весь поход, держатся на почтительном расстоянии, но очень громко тявкают. Вот, смотрите, такие следы оставляет бабунчик на песке, как ладошка младенца. И вот это Игорь обвел в кружочек, чтобы было видно. А вот так продолжается это движение обезьяны. По 2 пятерни и прыжок, толчок, и опять 2 пятерни. Не покидает ощущение, что опять мы попали в Занскар, Индия. Вы посмотрите, горы полностью идентичны. Друзья, в Фиш-Ривер каньоне есть мини-перевальчики. Вот такие метров по 50. А вокруг такая красота. Now kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? You're dreaming about being a big star. Say you're basic, say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleed. Ну все, последняя инстанция. Golden Store называется здесь. Как бы пикник-спот, 10 километров до главной дороги, а мы направляемся от этого места к Hot-Spring, еще осталось 15 километров. Ребята, короче, до цивилизации осталось 6 километров. Но мы же не можем туда прийти прямо сейчас. Мы можем эти 6 километров зайти за 2 перехода по 45. И нам сейчас нужно найти укромное место, дождаться ночи и совершить переход. Иншаллах. Ну что, ребят, у нас отличные новости. Первая. Мы прошли Фиш-Ривер каньон. Вторая. Мы остались незамеченными от самого начала до самого конца. Третья. Мы сейчас будем спать, и завтра с утра не надо идти 20 километров. И все, мы уже на безопасной территории, ничьи права мы не нарушаем. Все, мы полностью в законе. Трекинг Фиш-Ривер каньон закончен успешно. И даже айс мы не поленились, встали ночью, прошли незамеченными. Завтра утром пойдем, сдадимся и искупаемся в горячем источнике. И покажем вам, как здесь купаться, куда мы шли 80 километров, даже 90. Ну вот, утро. И мы подходим к воротам Ай-Айза. Вновь. С другой стороны. С другой стороны. Сейчас все узнаем. Вот написано No Plastic Bags, конечно. Report to Reception обязательно. Цена дневного посещения курорта Ай-Айс всего $3 и мы даже не просили о скидке. На территории комплекса 2 бассейна, открытый и закрытый. Но открытый мы почему-то не поснимали, поэтому смотрите закрытый бассейн. А кто это у нас здесь кайфует? А кто у нас прошел 80 километров, а теперь кайфует? Прекрасные источники Ай-Айс, но они очень изменились за прошедшие годы. Это стал какой-то спа-ресорт 5-star. Лев, ты хоть счастлива? Вообще, я так счастлива. Ребят, ну это вообще на самом деле круче и придумать нельзя. thunder, 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 Покинули Ай-Айс Resort. И вот такое небо показывает сегодня вечером. Такого неба еще не было у нас в Намибии за 2 месяца ни разу. Закат сегодня играет что надо, ребята. Наш, наверное, самый красивый закат в Намибии. Вы посмотрите, что происходит с красками. Особенно на фоне куста ядовитого молочая.
под которым мы нашли безветренную сторону и готовим еду. Игорь ставит палатку. Игорь, не ставь палатку, смотри на небо, там с каждой секундой все меняется. Мы переночевали, а фантастическое небо никуда не делось. Теперь это утро. Ночью даже капал дождь, но его было настолько мало, что капли не долетали до земли и высыхали у подножия. Это очень забавный дождь в пустыне. Мы такое явление уже наблюдали в Судане и теперь в Намибии. Ах, ну какая красота, вы только посмотрите на это. Говорят, что в каньоне надо опасаться змей. Мы не встретили ни одной. И только уже наверху, когда мы стопились в цивилизацию, увидели гадюку, которая называется по-английски Puff Adder. И мы даже помогли и спасли ее, выбросив с дороги на обочину. Ребят, сегодня у нас живая змея на дороге. Коротенькая, сантиметров 20, но очень живая. Сейчас будем ее спасать. Вообще шипит. Ну да, шипит нормально. Может, она рожает? Ребята, ну вот это местечко под названием Хобос, который в прошлый раз мы ловко обошли. Трагедия жадного путешественника заключалась в том, что мы проникали в каньон ночью. И получается, что смотровую площадку Хобос мы не посмотрели, а все виды на каньон расположены именно там. И каково было мое счастье и удивление, что, выйдя с Ай-Айса, мы смогли застопить машину, которая ехала опять на смотровую площадку. И нам помогла пара из Германии, замечательные люди, они нас добросили, покатали, посмотрели, и таким образом мы, пройдя весь каньон, выйдя в Ай-Айсе, снова вернулись в Хобос, уже официально заплатили за входной билет и посмотрели то, что мы прошли за предыдущие 4 дня с высоты птичьего полета. Это было феерически, фантастически замечательно, и я была счастлива. Ребята, ну вот он, каньон, который мы прошли от начала до конца. Вот, ребят, это самое адово начало спуска с цепями, которые мы проделывали ночью. Но перила, конечно, ненадежные, и лучше их не касаться. На самом деле, это самый сложный участок тропы по каньону. Вот где идет сейчас Люба. Ну что скажешь, Игорь? Что могу сказать? Мы сделали это. Crazy, baby, you're crazy. Baby, we're crazy. Probably. La 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 la. La 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 la. Yeah, yeah, yeah. Итак, за 4 дня преодолели 80 километров. По итогу какие опасности? Это, во-первых, спуск в начале маршрута. И 9 километров все-таки приходится прыгать с камня на камень. Затем жара. В обед нужно обязательно отдыхать и никуда не двигаться. И последнее – это бабуны, которые могут у вас утащить еду. Вот, собственно, и все. Каждый человек здоровый, путешествующий, может пройти этот каньон. И так у нас получилось пройти Fish River каньон нелегально. Поэтому подписывайтесь, ставьте колокольчики, а мы продолжаем путешествовать по Африке, и вы будете вместе с нами смотреть этот черный континент. Thunder, thunder, thunder.